Доброго времени суток. Так, сейчас проверю, что там у нас с настройками, потому что, по-моему, как-то я заторможенно виден. Но, может быть, это из-за того, что очень загружен компьютер. По-моему, у меня установлено на максимум продуктивность компьютера, но очень много задач параллельно. Да, максимальная производительность выбрана. Одновременно выполняется 22 задачи. И параллельно крутится 2 сервака локальных, что ведет к тому, что мое видео может быть заторможенным, несмотря на высокий приоритет записи видео. Какие мои выводы общие по Paperclip? Вначале я был первые 2 видео очарован, то есть когда я что-то говорил, делал, давал ему задание, то он выполнял. А потом, когда уже на длительную, то есть записывать для вас там 8 часов, пока я с ним работаю, нет смысла. То есть, когда я вручную что-то делал, я показывал это вручную, и был постоянный какой-то процесс. Здесь я как-то так не до конца активно участвую. То есть, грубо говоря, 1 раз в 5 минут я проверяю, что там и как, и даю какое-то новое задание, и ухожу в другую задачу. Выполняю, то есть работаю на компьютере, параллельно смотрю, что там на этом экране происходит, и на втором экране выполняю какую-то свою работу. Вижу, что там забуксовало, я поучаствовал, шевельнул дальше, и вот оно дальше развивается. За это время что произошло? Я бы сказал, что произошло куча непредвиденных вещей. То есть искусственный интеллект взял и поменял базу данных с изолированной на одну и ту же. То есть сейчас у нас и для тестового, там, где мы ведем разработку, и для там, где мы управляем, одна и та же база данных используется. При этом я стараюсь контролировать, что в Paperclip не идет никаких коммитов, то есть здесь только учредители коммитят. И я старался следить, чтобы не было никаких новых документов, но тем не менее я не уследил за этим. Много изменений, то есть агенты Paperclip не слушали, где находится проект. То есть здесь четко в проекте написана конфигурация, где находится проект, куда контрибутить, но они, получается, забывали это. Забывали также, где находится сервак развернутый, на котором нужно тестировать. То есть я видел, что заходили не на тестовый сервак, а на материнский. И когда уже слили это вот так вот все воедино, я не стал сопротивляться, потому что так и больше тестовых данных, и, может, какие-то дополнительные окна здесь откроются. С чем я еще экспериментировал? Я экспериментировал с тем, какие модельки выставить для исполнителей. Я подумал, окей, мы помещаемся. Я купил там вообще X20 Max подписку. Я сейчас всем поставлю Opus. Это самая такая большая моделька с контекстом 1 миллион. Начал работать так. Все равно он допускает какие-то ошибки, все равно мне это все выправлять, находить и перепоручать. Поэтому я сменил Opus, оставил только на генеральном директоре, на техническом директоре, на QA и на кодере я Sonnet поставил. Кодят, все равно фигню какую-то делают.
Поэтому я подумал, а поставлю-ка я здесь вообще генеральным директором Сонета, технического директора Хайку, браузерного агента QA Хайку и локализатора, который будет писать тоже Хайку. Поставлю. На самом деле я не вижу, чтобы что-то сильно изменилось. Я бы, наверное, сказал, что просто проект начал быстрее двигаться и меньше расходоваться лимита. И я бы сказал, что вот с этой конфигурации все начало двигаться. То есть изначально, если я подходил к задаче так, что я ставлю задачу генеральному, чтобы он спускал вниз, но у меня так не получилось. А потом я получается, начал давать задачу QA, чтобы он заходил и делал какие-то скриншоты, и анализировал, и уже передавал работу локализатору. А когда локализатор выполняет задачу, чтобы контролирующим был QA, ну давайте зайдем в какую-то задачу, да, вот, допустим, вот какая-то крутится, чтобы было понятно. Здесь есть роли назначенные. У меня полностью тормозит компьютер. Я просто прокручиваю вниз, а компьютер вообще не слушается. И здесь есть кто проверяющий и кто утверждает. То есть вот я начал ставить, просить QA выписывать задачу на локализатора, чтобы он был исполнителем, чтобы проверяющим был QA, а утверждающим, чтобы уже был CTO. То есть, чтобы 3 хайку модель между собой крутились, и все. Для каждого из них зашел, и вот здесь вот в конфигурации я повыбирал, ну вот видите, когда они обновляют здесь код для тестового нашего окружения, там, где мы кодим, то они, когда соединили базу данных, то у меня тоже все вот так вот зависает и в управляющем пепперклипе. Ну, в общем, что я хотел показать, когда... Ну, или давайте я в тестовом попробую запустить. Да, тут тоже висит. Ну, какой-то код там обновляется, значит. Как выйти из такой неловкой ситуации? Я стираю URL до базового, и он тогда обновляется. Да, такой баг у них есть. В общем, когда кликните вот сюда, вот в какого-то агента, здесь будет конфигурация. И если пролистаете чуть-чуть ниже, то там будет включить браузер, доступ к браузеру или не включить. Ну, я для всех агентов включил доступ к браузеру. Вот конфигурация. И вот здесь вот доступ к браузеру, включить Chrome. Я всем включил доступ туда. Ну, значит, тут тоже уже все появилось. Вот, и когда я уже установил Sonnet хайку, то тогда уже как-то пошло. Я посмотрел, что эффективно, что я запустил QA-щика, который не просто дом считывает, не просто элементы, потому что они не полные, а запустил именно скриншоты делать и анализировать скриншоты, а уже по итогам скриншотов находить локаторы и передавать локализатору, то вот уже начало как-то шевелиться. Я увидел, что это эффективно, но хайку они все-таки с ограниченным окном контекста, поэтому я все-таки начал генеральному директору ставить задачу и говорю: смотри, у нас сейчас там 219-я тогда задача была, и на 10-й задаче я помню, что мне удалось поставить задачу для генерального, чтобы он начал выполнять проект. До этого там первые задачи какие-то были не сильно успешные. И я ему сказал, что заставь работать QA, и у него ограниченный контекст,
и на каждую отдельную страницу создай ему задание, чтобы он проверил скриншотами и потыкал во все вкладки, и там еще скриншоты поделал, где еще не допереведено. И, ну, наверное, с вот этого момента как-то уже начало все шевелиться. То есть Сонет все-таки начал что-то там делать прикольного, и вот пошло там по 20, по 25 задач. По-моему, там в пике было почти 30 задач одновременно выполнялось. А давайте посмотрим, насколько вообще это эффективно. То есть вот... Ну, на самом деле не сильно эффективно. То есть они что-то там выполняют, крутятся, а последний коммит был 29 минут назад и 57 минут назад, когда я активно ими управлял. В принципе, да, вы можете посмотреть, что здесь было достаточно много коммитов. Можно сказать, за последние 2 дня, поэтому или снимать какие-то маленькие нарезочки, чтобы все это соединить, ну, тоже не сильно удобно, или какой-то один ролик делать, но там, ну, много простаивать надо, поэтому я не снимал. Вот, так что что-то делает. Где там мы? Да, вот здесь. Ну, давайте зайдем в какую-нибудь в задачи, посмотрим просто, что он там. Задач создавал много, можно сказать, что многим, во всяком случае, управлял. Вначале панельку эту перевел, потом она как-то пропала с перевода. Ну, в общем, те же проблемы с контекстом образуются. Глобально сказать, лучше с пепперклипом или хуже, я бы сказал, с пепперклипом лучше, если для вас более ценно ваше время, и если у вас есть достаточные дополнительные деньги. Потому что если вы готовы влить больше своего собственного времени, то вы выполните, скорее всего, задачу быстрее, самостоятельно и с меньшими лимитами. То есть вы поместитесь в... Я, когда выполнял эту задачу, я помещался в 5x. Просто я в конце включил там ZAI в работу, и я думаю, он стер мне часть кода. Хотя, если здесь тоже пропадал перевод одного из элементов, может быть, здесь тоже он что-то там стер. Так что, может быть, это и клауда стер. Вот, но по ощущениям списывается токенов где-то в 8 раз больше. То есть вначале он берет задачу, потом обращается к файлу, кто он есть, который прописан внутри агента каждого. То есть какая процедура? Не могу показать, потому что он обновляет кодовую базу. Ну, хорошо, да, пусть работает. То есть он просыпается, считывает 4 файла, кто он, потом он считывает, где он, то есть он понимает, как управлять пепперклипом, потом он считывает информацию о проекте, где код лежит, куда на GitHub заливать это все, и потом уже он читает задачу. И задача, когда выполнена, то есть еще один, кто проверяет эту задачу, и есть еще один, кто утверждает, что задача выполнена. И по моим ощущениям, где-то списывается токенов раз в 8 больше. То есть, если деньги для вас не проблема, то Pepperclip – это хороший инструмент для того, чтобы экономить ваше время. В принципе, я думаю, что учредители как раз и являются теми, кто
больше располагают деньгами, чем временем, и хотят за деньги купить свое время. Поэтому глобально этот инструмент интересен. Мне он тоже интересен. То есть я могу вести разработку не с таким участием, не с таким глубоким участием. Возможно, я бы хотел... Да, я поставил везде Sonnet, но он тоже допускал ошибки. И локализация, я оценил, что это очень простая задача для программирования. То есть там нужно просто сделать скриншот, разобрать на текст, определить, где английский, найти файл, найти страницу, где это все, перейти в браузер, найти элемент HTML, скопировать его и скопировать CSS-селектор. Все. То есть Хайку с этим запросто справится. Потом, что делает программист великий и могучий? Он прописывает, находит этот элемент, заменяет просто английский текст на переменную по правилам фреймворка, то есть он ставит t, и потом вот эту вот переменную. Потом идет в папочку. Сделал 2 коммита вот буквально 4-5 минут назад. То есть, наверное, когда у нас черные экраны вот там вот были, наверное, то он как раз коммитил. Возможно. И наделал там вот таких вот папочек, в которые, вот, допустим, в английский он начинает писать постранично, что где находится. И вот так вот разбивать. По вот этому ключу он вытягивает там вот эти данные. И, соответственно, в русском тоже approvals. И тут вот под этим ключом, если выбрать русский язык, то подтягивается вот этот вот текст. Ни больше, ни меньше. То есть прямо там какие-то сложные концепции здесь выполнять сонетом или опусом, нечего. То есть здесь, по моему мнению, справится просто Хайку, который поместится в наши лимиты. Он не так жрет, но он вообще лайтово. То есть с ним я прямо вздохнул с облегчением, и работа выполняется, и сразу там 20 агентов крутятся, и действительно все шевелится. То есть как-то все ожило. Сонет, Хайку, Хайку, Хайку. Вот как-то так. Ноутбук. Я изначально хотел сказать, что можно использовать непроизводительный ноутбук, но сейчас могу сказать, что оперативки хорошо бы было, чтобы было много, и процессор, чтобы был тоже хороший. Это тоже необходимо для вот такой вот многопоточности. То есть по факту это запущен каждый из процессов, который забирает, пусть 4% от процессора. И посчитайте там, что, чего, сколько должно быть. Если вы хотите разворачивать еще и какую-то локальную модельку, чтобы она не зависела от внешних вычислительных мощностей, то тогда еще и видеокарта должна быть хорошая. Но даже для того, чтобы развернуть тот же Sonnet, по-моему, я так считал с тем же Cloud, то Opus, чтобы развернуть, $300 тысяч надо купить компьютер. То есть это дороговато, и проще просто пользоваться подпиской Opus, и все. А такой мощный компьютер собрать не получится, чтобы именно даже просто одну модельку развернуть, которая еще будет и медленней, и без поддержки, без обучения. То есть для себя я понял, что мне абсолютно невозможно собрать какой-нибудь такой мощный компьютер, который будет выполнять даже базовые задачи по кодингу. Даже если он там будет какой-то облегченный, квантованный, еще что-нибудь,
я пока что еще не вижу в этом смысла. То есть, да, вот я раскачал Cloud до $200 в месяц, и когда кодил там с сонетом, то я думал, а как вообще можно просто еще увеличить? Еще увеличить никак невозможно. Посмотрел на Gemini CLI и установил себе еще Gemini CLI. Ну и, соответственно, здесь в PaperClip можно выбирать разные агенты, и в том числе в агенты можно там или кодекс от ChatGPT, или Gemini от Google добавить. То есть, если у меня лимиты закончатся по Cloud, то, может быть, тогда буду переключаться туда на другие просто модельки. Уходить в какой-то enterprise и покупать несколько сидений для того, чтобы работать внутри клауда, ну, наверное, нет. Я пока что, ну, не знаю, может быть, в будущем и приду к этому, но пока что еще это не актуально. Сейчас вот хочу закончить эту задачу по локализации. И, ну, вот хорошо, что у меня получилось запустить вот такой вот конвейер, когда действительно делаются скриншоты проверки. Не я вручную там захожу, вы помните, наверное, да? Я там вручную заходил, делал скриншоты, ну или просто там выписывал локаторы для каждого из элементов. Сейчас получилось уже запустить эту череду, чтобы она совершалась самостоятельно. Так, ну вот, видите, тыкнули сюда, и вот еще не переведенные элементы. Здесь уже многое переведено, здесь многое не переведено. Расходы, я помню, да, мы как-то хорошо перевели. Активность, ну вот минуты. Но опять же, я смотрю, там на главном серваке, может быть, здесь уже переведено все. Так, орг-структура. Все активненько у нас обновляется. Ну, как тут записывать, если постоянно обновляется код, и даже ничего не покажешь особо. Орг-структура нет, ну, все-таки не перевели. Но процессы идут. Какие выводы? PaperClip для меня добро. То есть, если до этого мне просто, чтобы восстановить какую-то там базу данных, мне надо было... ну, у меня, когда стер все ZAI или Cloud Code все стер, то Cloud сказал, а у меня есть архивные локальные версии тех файлов, которые мы локализовали, и я попытаюсь вытянуть их сейчас из глубин твоего жесткого диска. И я, можно сказать, 40 минут сидел и просто нажимал «да, разрешить», «да, разрешить», «да, разрешить» постоянно в этой сессии. То есть двоечку я постоянно нажимал, и это было 40 минут. То есть вот это, конечно, мучительно, что все равно я ничего не проверяю по сути. Я понимаю, что идет восстановление прошлых файлов из локальной версии клауда, и он постоянно меня мучает одобрять его действия. То есть, конечно, в этом плане PaperClip, он гениален. То есть тогда бы где-то здесь был вопрос этого агента, он бы задавал этот вопрос, и CTO ему бы давал эти все разрешения. То есть он бы как будто бы общался со мной и получал бы все эти разрешения на выполнение этих действий. Я бы был свободен, а не 40 минут был прикован бы к компьютеру восстанавливать там те файлы, которые были. Вот, так что для меня PaperClip пока что добро. Да, есть ошибки. Да, он начинает лезть туда, куда задачи не стояли. Да, он путает. Да, он делает не то. Да, все равно нужно проверять. Но это отлично. Значит, мы еще с вами кожаные мешки нужны.
А пока искусственный интеллект не справляется и тормозит, то мы сможем как-то трудоустраиваться. Но если мы сами учредители своей компании, мы в одном лице создаем код, то да, это, конечно, раздражает, что нельзя поставить задачу и просто уйти и прийти, она сделана. То есть там какие сложности были? Исполнитель был сбойный, не выполнил задачу, никого не тегнул, и задача висит невыполненная, следующий шаг не выполняется. Или там она заброшена в in review, в проверке, и эту проверку никто не делает. Или там какие-то задачи отмечены как заблокированный какой-то другой, а эта другая как-то там засбоилась и не делается. Да? То есть, ну, тут здесь много таких вот моментов есть, но это все равно сильно лучше. То есть потом я создаю одну задачу, в рамках которой я говорю, проверь все задачи, которые еще не выполнены, и шевельни их. И он начинает заходить в них и актуализировать. Но это сильно, сильно лучше, чем просто заново один чат вспоминает все. Здесь уже есть какая-то предыстория, есть что прочитать, понятно, в рамках какого проекта. И он уже погружается заново в контекст, и меньше ручной работы для человека. Так что можно сказать, что Paperclip — это очень большой помощник разработчику, веб-кодеру, и я намерен его дальше использовать и пробовать. А что здесь еще из функций появилось интересного? Я раньше не видел, я думаю, это сейчас появилось, пригласить людей в ваш проект. То есть, получается, я не знаю, как это организовано, то есть, если, допустим, я кого-то из вас приглашу в этот проект, будете ли вы использовать моих агентов, или вы тогда подключаетесь в этот же проект со своими агентами, и, получается, мы уже работаем над одним проектом, но разными агентами. То есть у меня 4 агента, и вы там, допустим, подключили еще своих агентов. Или там у меня израсходовались токены, потом ваши там токены расходуются. То есть вот это я не знаю, как реализовано, ну, наверное, как-то так. Постоянно заливается какое-то дичайшее количество коммитов от собственников проекта. То есть вот буквально за вчера там сколько, больше 10 коммитов было. Причем, как я понимаю, это уже финальных, которые уже были локально разработаны и зафиналены. Ошибок здесь тоже достаточно много, которые вылетают. То есть вот то, что мне необходимо возвращаться на базовый дэшборд через использование строки. Это один из глюков, которые здесь возникают периодически, но я не знаю. Вот возникает и возникает. Мы же с вами веб-кодеры и разработчики, то мы знаем, что вот этот get-запрос, мы вот так вот концовку здесь стерли и обновили все, если у нас просто черный экран. Так, ну, в общем, рассказал, в каком направлении двигаю проект по локализации, что получилось, какие были сложности, какие нюансы. Буду держать вас на пульсе событий. Надеюсь, что это все уже они сами сделают. Хайку между собой пообщаются и особо не сливая бюджет, выполнят проект, потому что, ну вот, сколько прошло? У меня прошло 2 дня, и я исчерпал 64% недельного лимита. Поэтому я, наверное, ушел от Опуса, поэтому я ушел от сонетов и ушел в хайку просто для того, чтобы быть продуктивным и чтобы иметь возможность использовать не только Gemini, не только GPT, но еще и клауды иметь возможность использовать, потому что он, ну, все-таки прикольненький, он хороший.
То есть даже для какой-то обычной работы, когда я даю одинаковые задания для Gemini, для GPT-чата и для Клауда, Клауды чаще всего мне дает, Клауды мне всегда дает с первого раза результат, который я хочу и прогнозируемый, а GPT-чат раза с третьего, а Gemini, со второго там что-то такое. То есть пока что мне для текущей работы тоже нужен Клауда, и поэтому просто израсходовать весь лимит на написание кода здесь, по локализации, я не хочу. Поэтому Хайку. Самый облегченный, самый легкий, самый простой, малопотребляющий ресурсы, малопотребляющие токены агент. Но в большом количестве он запущен, и, как мы видим, в принципе, результаты приносят. То есть 7 минут назад что-то еще было залито. И, как вы видите, в предыдущем видео мы уже побороли соавторство. То есть все эти коммиты, они без соавторства. Мы уже жестко на корню все это пресекли, а никакого соавторства здесь нету. А раньше там где-то, каждый 11-й, каждый там 9-й коммит все-таки забывал искусственный интеллект, что нельзя соавторство писать. А сейчас уже он, если что-нибудь пытается там закоммитить, ему ответ вернется, что типа нет, так нельзя, и он меняет текст и коммитит так, как можно. Так что, да, потихонечку мы продвигаемся. Так, что? Тогда, наверное, мы с вами на сегодня останавливаем запись. Желаю вам финансового благополучия. Создавайте уже, получается, может быть, даже при помощи Paperclip плюс вашего любимого искусственного интеллекта отличные IT-продукты и создавайте проекты единороги, миллионники, миллиардники в оборотах и в прибыли в долларах. Финансового вам благополучия. Если нравится контент, пожалуйста, ставьте лайки. Если нравится контент, пожалуйста, подписывайтесь. Все, всех благ.